YouTube, привет! Я Дмитрий, и вы на канале Китай не прогадай. Сегодня будет ликбез о том, как не надо делать ошибки, если вы работаете с Китаем. Я живу и работаю в Китае и помогаю клиентам, которые приезжают в Китай что-то покупать, коммуницировать с китайцами, которые что-то производят. И вот в одной из такой коммуникации все пошло не так. Сейчас на YouTube полно блогеров, которые говорят, как работать с Китаем или как не надо работать с Китаем. Но мало кто из них рассказывает, почему же клиенты делают эти ошибки и к чему эти ошибки могут привести. Поэтому от слов перейдем к делу и едем на фабрику. Детали этой ситуации я знаю лично, потому что где-то 2 месяца назад я сюда уже приезжал, проводил инспекцию товара, то есть проверку этого станка согласно критерий клиента. Видимо, не все критерии он учел, поэтому возвращаюсь сюда снова. Хотя я вспоминаю, в прошлый раз директор опоздал на 40 минут на встречу. Директор или менеджер, сейчас он тоже опаздывает. Вообще в Китае это не принято. Это очень такое неуважительное отношение к собеседнику, клиенту, к партнеру. Ну, вот это первый такой звоночек. С кем работать, а с кем не работать. И вспоминается второй звоночек, что в прошлый раз мы ехали, и человек нарушал все дозволенные правила. Красный свет, двойная сплошная, обгон по встречке там, и так далее. Сейчас он подъедет, я попробую это показать и здесь на видео. Если бы они провели проверку, они бы увидели, что с данным человеком работать опасно. Он, ну да, нарушает правила дорожного движения, опаздывает, это ладно. Но как он разговаривает, у него в коммуникации, у него какие-то дефекты речи, и, ну, как он излагает свои мысли, ну, стоит задуматься, стоит ли такому человеку отправлять деньги и покупать у него что-то или нет. Но даже если вы не разбираетесь в китайском языке и у вас нет опыта работы с людьми, то, глядя на вот этот сарай, ну, можно понять, что здесь не сделают вам Тойоту или Мерседес. Здесь делают вам Москвич 73-го года, который еще нужно будет дорабатывать, чтобы он хоть как-то заработал. Что сейчас мы имеем? Клиент имеет у себя станок уже целый месяц, он не может на нем работать, потому что у этого станка проблемы. Вот я приехал, сейчас будем эти проблемы как-то онлайн видеосвязью решать. Заходим на фабрику, нет рабочих, нет света, нет охраны. Просто гараж большого размера. Вот у нас станок, щелкает, температура поднимается потихоньку. Дальше идет охладитель. Воду подключили, но пока ее нету, пока не нужна она. Да, все правильно. Он говорит, нужно почистить от сырья. Убрать нужно все лишнее, там сопли, мусор, это нужно поубирать. Гандина. Но если чисто, можно. Он говорит, очень нужно там плотно. Поплотнее там нужно говорить. На гонджу гонджу. Так, а мы не спросили про этот зазор. Это говорит, можно, говорится, убрать. Почему-то не та нижняя, да, глядя сверху начинает давить. Он не начал опять воротить. Он сейчас давит, и он сливает все в одну. Так не должно быть, он не должен продавливать. В общем, благодаря интернету и печату, около 4 часов мы через телефон наблюдали, как клиент собирает, настраивает и запускает свой станок. Называется это экструдер для производства ротанговой ленты. К сожалению, клиента эта онлайн-конференция не решила его проблему. Но мы разобрались в этой проблеме. Дело в том, что внутри экструдера есть неотшлифованные поверхности. И где большой зазор, то эта готовая смесь, эта жижа под давлением выходит наружу. А выходить не должна. В сложившейся ситуации я вижу проблему всех участников. И клиента, и его посредника, и фабрики. Проблема фабрики в том, что это сарай, это гараж. И с ними можно работать, если ты знаешь данный товар досконально. Клиент, проблема, не изучил данный товар и все нюансы до покупки. Но он обратился к посреднику, который работает с Китаем.
А проблема посредника в том, что он тоже не знает это оборудование, он просто оказывает услуги. И не вникал в то, что потом может случиться вот данная ситуация. Поэтому здесь минус, здесь минус, здесь минус, мы получаем огромный жирный минус. И сейчас у клиента стоит станок уже целый месяц, а работать на нем он не может, к сожалению. Итак, проблема фабрики понятна. Это сарай, это гараж, и надо знать, что ты покупаешь, чтобы потом можно было допилить, довинтить, дошлифовать. Проблема клиента в том, что он не знает этих нюансов и начал разбираться в этом станке уже после его покупки. И проблема в посреднике. Он должен был понимать, к чему приведет такая сделка. И должен был предупредить своего клиента о том, что опасно покупать у такой фабрики что-то, потому что может быть вот такой вот результат. Я всем желаю профессиональных исполнителей. Увидимся через неделю. Пока!